Название стрима «Экспресс-договорняк». Резкий, как говно в унитазе, активизировался договорняк. Это поясняю за название стрима. Как-то неожиданно вообще нарастил обороты. Видимо, Трамп все-таки к 100 дням хочет реально каких-то результатов по Украине, чтобы было слово «Украина» и результат к 100 дням. А 100 дней будет, блядь, 28 числа. Да, через 10 дней. Сейчас 90 дней. Ну, в общем. Нужны какие-то результаты. Видимо, с этим такая активизация связана. Ну, тоже быстро только мухи, как известно, это самое. То тоже настораживает. Настораживает. Просто мне кажется, что до этого напор вот такой молодежный, вот со многими не согласен, все что-то говорят, ну, логика у людей до охуения просто примитивная и тупая, безусловно, что если Америка не хочет с двух ног впрыгнуть сюда в войну, ну, понятно, Украину уже, наверное, нет смысла кого-то поддерживать, надо самим вступать прям в войну, и, блядь, мировая ядерная Армагеддон, гиена огненная, ну, значит, старые и слабые, и деменция, и писька не стоит уже, ну, пиздец. Но такая оценка обычно у людей, и я с ними не согласен. Задор ебательский, невероятно молодежный. Темпы у этой администрации были очень жесткие, такие, что президент Зеленский за ними не поспел, не смог угнаться и начудил там каких-то, наисполнял в овальном кабинете каких-то делов. Ну, в общем. Я к чему, что такой молодежный задор пока, на мой взгляд, результатов особых-то не дал, да. Было какое-то с непонятными результатами. Закончилось, кстати, вчера энергетическое перемирие. Ну, из понятных результатов, что Украина не бомбила НПЗ. Это я точно знаю. А вот как у нас дела обстоят, я не знаю на самом деле, потому что, ну, наш министр иностранных дел Сивоха, он говорит, что плохо и бомбили, россияне нарушали. Ну, россияне тоже обвиняют нас в том же, в нарушении, да, но там какие-то, блядь, трансформаторы, ну, чуть ли не оборванные провода. Понятно, что это не то же самое, что НПЗ. Интересно, возобновятся ли удары по НПЗ, особенно вот в свете вот этих всех договорняков, недоговорняков. На самом деле время, наверное, удачное, чтобы их возобновить. Посмотрим, какой будет сегодняшняя ночь в этом смысле. И появится ли что-то новое. Какой-то новый пожар на территории России, на какой-то НПЗ или на еще каком-то там порту и так далее. Ну, в общем, вот такая резкая активизация. Что было-то? Откуда мы об этом говорим? На что мы опираемся? Договорняк в Париже. Договорняк в Париже звучит как? Ну, Париж всегда сразу добавляет к романтике. Договорняк в Париже звучит как какой-то или сериал, или фильм. Я помню, что был какой-то скандал, и, естественно, я такое не смотрю. Не то, что такое, типа, как говно, а просто, ну, не смотрю, короче. Э, Эмили в Париже, ну, возможно, так как-то называлось, какое-то максимально женское название. Скандал был в том, что там показали тупую украинку. А это, как известно, не так, потому что украинки, они ядерные физики. Ну, в общем, договорняк в Париже звучит романтично. Договорняк в Париже, приехали делегации, все со всеми говорили во все стороны. Все со всеми говорили во все стороны. Ермак, Сивоха, Рустем Умеров, ну как, Рустем Умеров как министр обороны, Сивоха как министр иностранных дел Украины, Ермак как, ну короче, как президент Украины, в смысле, как лицо от президента Украины, как глава офиса президента, как ключевая фигура, формирующая внешнюю политику Украины. С американской стороны ни много ни мало госсекретарь Марко Рубио и Стив Уитков, да, ну Стив Уитков переговорщик с Путиным, а еще уполномоченный по делам Ближнего Востока. Говорят, что одной из целей было приезда американской делегации это убедить Эммануэля Макрона, ну кроме того, что успокоиться, угомониться с этой идеей отправки миротворцев, ну то есть сказать точно, что никто не будет гарантировать, ну то есть никто, в смысле с американской стороны не будет гарантировать безопасность европейских миротворцев в Украине. Но кроме этого, еще это просто интересная деталь, Макрон порывается, ну там даже какой-то срок назван, признать Палестину. И вроде как одна из деталей, да, одна из задач приезда американцев была как-то Макрона попросить Палестайн не признавать, не исполнять тоже, в общем.
Ну да, с американской стороны, как я сказал, Рубио, переговорщик с Путиным, Стив Витков, друг Трампа, нью-йоркский застройщик. Застройщик это тоже диагноз, наверное. Ну я не знаю, как в Америке, но, блин, у нас застройщик Балашов, кстати, приходит на ум застройщик. Еще, что не посмотришь, всегда у них что-то, ну не так, в общем. Ну, может, в Америке это как-то по-другому. Да, ну и европейские партнеры, собственно говоря, советник Макрона по дипломатии с фамилией Бон, а с именем Эммануэль. Я даже запомнил Эммануэль, потому что как Эммануэль Макрон, а Бон как немецкий город Бон, ну и как Бон и скинхеды тоже. Понятно, в принципе, хорошая линия ассоциаций. Ну, там и коалиция желающих, и все встречались со всеми. Откуда я это знаю? Меня там не было, я слушал президента Зеленского, и вам советую его брифинг. Интересно, у него там был один листочек, даже не формата А4, а формата А5. И когда камеры снимали его опять в той серверной комнате на Банковой, то даже было видно, что там написано. И мне так было интересно, но я не смог рассмотреть. Но наверняка есть умельцы, которые смогут рассмотреть. Ну, в общем, да, я оттуда узнал, что там все говорили со всеми, консультировались с европейцами. Еще президент стал, я не знаю почему, может это есть у президента какие-то свои особенности. Ну, у всех есть какие-то свои особенности, но какие-то особенности прям особенные. Вот такая есть у него особенность, что он как-то забубонно, я не могу все время вспомнить русский аналог этого слова, русский перевод слова забубон. Ну, забубон еще и слово смешное, как пухлина, забубон. Забубон. Ну, в общем, вот, суеверное. Суеверное какое-то обхождение слова русские, суеверное обхождение слова россияне. Ну и русские тоже, он все время говорит русские. Русские, русские, русские. Всегда он так их называет, всегда почти. Ну, я реально не видел ни разу, чтобы он сказал по-другому. Россияне там или что-то такое. Ну, были, конечно, времена, когда он там и на русском обращался, и еще что-то исполнял. Ну, в общем, русский. И вот такого же уровня теперь какое-то новое слово где-то он. Возможно, он его узнал у Трампа, потому что тот его большой любитель. Хотя, если вот как-то копнуть в историю, то тут хуй вспомнишь, кто первый придумал это. В смысле мандат, небесный мандат. Мандат, ну вы знаете, Трамп как воцарился, то всем рассказывают, что у него мандат, 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 мандат. Но на самом деле президент Зеленский тоже, когда его спрашивали о выборах, еще до всякого там Трампа, говорил, что у меня мандат, мне народ дал мандат, 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 мандат. Тут тоже президент Зеленский много говорил о мандате, что я не дал мандат этой делегации говорить о территориях, я им дал мандат. Говорить только, я не знаю, как он там эти мандаты раздает, ну, то есть как-то юридически есть у этого какая-то вообще форма. Ну, в общем, говорит, что я дал им мандат только обсуждать вопрос прекращения огня, но не территорий, никак не территорий. На территории, он говорит, он не согласен. Еще интересно, это эту пресс-конференцию, общение с журналистами, оно было прямо во время этих переговоров во Франции. И там президент Зеленский, чем заставил меня задуматься, снова сказал, что Стив Витков повторяет кремлевские нарративы. Во-первых, он не упал на мочен никак о территориях Украины рассуждать. Во-вторых, он принял стратегию Российской Федерации. Ну и там дальше он вообще далеко заходит, но почему-то этого никто не цитирует. Он говорит, мы слышали этот бред только от Путина, от Владимира Путина. И я удивлен, что у Владимира Путина есть люди, которые распространяют эти вещи в западном цивилизованном мире. Ну вот так, что тоже как бы не знаю, о чем нам говорит, но с одной стороны не знаешь, о чем это нам говорит. С одной стороны не знаешь, о чем это нам говорит. Ну, то есть президент Зеленский, походу, вообще не это самое, ни на что не настроен. Но с другой стороны, понимаешь, что как раз украинское керівництво уже на все давно согласно, да, тут только вопрос темперамента, наверное, президента Зеленского, то есть говорить он всегда будет кучеряво, но, наверное, с остановки военной поддержки, ну, вот овальный кабинет, остановка военной поддержки, и потом Эр-Рияд, и вот с момента Эр-Рияда, где зафиксировано было, что Украина на все согласна, все, что скажут, все мы сделаем. И поэтому, конечно, серьезно, наверное, к этим словам особо относиться не стоит. К тому же раньше еще был вопрос какой-то, была интрига, которую, собственно, сам Макрон активно и поддерживал, да. Была интрига по европейской линии, ну, она, мне кажется, фейковая скорее, да, что вот европейские партнеры будут поддерживать, но мне кажется, что европейские партнеры, ну, наверное, же не настолько гондоны, да, наверное, что-то же людское в них осталось, что-то людское они не потеряли там по гей-клубам, не знаю, или как они проводят время, да, евродепутаты там или европейские политики.
Надеюсь, что они отступят от какого-то цинизма и скажут президенту Зеленскому, что ресурс поддержки, да, со стороны Европы, Украины в случае выхода США из этого блудняка, он будет не таким, каким они его там долго обещали, он будет недостаточным точно. И в этом смысле я к чему, что у президента Зеленского, в смысле уже, конечно, скажем так, сил, на которые опереться, ну, наверное, нет, да, потому что раньше как-то, ну, по крайней мере, в публичной плоскости жила интрига, что на европейских партнеров еще можно будет опереться. Но, судя по их заявлениям, да, Макрона там и так далее, по этим итогам на этой встрече в Париже, ну, они говорят, что они там все всецело поддерживают попытки, ну, в общем, за справедливость, за все, но ну, в общем, позитивно и как-то без каких-то поворотов. Не дают надежды, скажем так, на ту интригу. Хотя, знаете, все еще, конечно, может измениться, опять-таки, если Соединенные Штаты, если не выйдет сторонам договориться, а все-таки противоречия очень серьезные даже для прекращения огня. А особенно все, наверное, ухудшает какие-то наступательные действия российской армии, да, хоть и с каким-то слабым, но успехом. Думаю, это сильный соблазн для России тянуть время, там что-то исполнять. Ну, в общем, это большая проблема, наверное. И, в общем, к чему, что, да, никто, конечно, не отрицает, невозможно отрицать, что, конечно, если это провалится по причине этих противоречий, то, конечно, груз все равно ляжет на европейцев поддержки Украины. И, ну, да, будет недостаточно, будет дефицит, но деться от этого никуда не выйдет. Но одно дело, когда это произойдет вынужденно, а другое дело обещать это керівництву, да, в Киеве, обещать это президенту Зеленскому, обещать это украинскому народу, зная, что, конечно, это плохое развитие событий, но подавать это как хорошую альтернативу. Ну, так в общем, да, встреча во Франции, ну, тоже, насколько мы можем это знать, но это похоже на правду, что вот Путин озвучил какие-то свои позиции Стиву Виткофу, который ездил в Петербург, да, озвучил какие-то свои позиции, и вот эти позиции привезли в Париж. Ну и типа неспроста в Париж, неспроста это консультации с европейцами, вот европейцы добились своего в смысле вовлечения в мирные переговоры. Ну, в принципе, это то, о чем уже говорила американская администрация, что европейцев рано или поздно придется привлечь к переговорам, потому что они в том числе снимают санкции, потому что они в том числе их вводили, да, без них, в общем, не выйдет этого сделать, потому что, ну, не выйдет снять санкции. Ну, в общем, понятная мысль, в чем здесь европейцы нужны. Но мысль эту можно продолжать. Европейцы также и Украину поддерживают в военном смысле, если станет так вопрос, да. И, в общем, вот он им это там, Стив Витков, привез какие-то требования Путина. Ну, просто требования сразу звучит как-то слово окрашено, да. Ну, в общем, привез взгляд Путина, да, на договорняк. И вот они его там оценили, и все дали позитивные сигналы. А вот что там в этом договорнике? Все почему-то цепляются за слова Виткофа про 5 территорий, про язык. Он вроде где-то опять повторил эту идею про язык, и опять остается только добавить то же самое, что Украина и украинское керівництво сделали все, абсолютно все, для того, чтобы русскоязычные территории воспринимались, ну, что-либо, где можно привязать эти русскоязычные территории, опять-таки, всегда территория и язык вещь сложная, да, потому что всегда какой-то процент, 100% там не будет никогда. Ну, в общем, да, они сделали все для того, чтобы там в глазах любого человека это выглядело как инородный и выступало аргументом, да, выглядело как какое-то инородное тело в структуре Украины. Они добились, ну, они этого добились, они сделали все для того, чтобы это так воспринималось всеми и выглядело как аргумент, да. И когда Стив Витков говорит: "Ну, смотрите, вот территория", они не могут возразить и сказать, что, ну да, в Украине есть территории, где в том числе говорят на русском, и в том числе есть люди, которые говорят на русском. Это никак не легитимизирует, скажем так, отхождение этих территорий России. Они для себя возможность возразить вполне логично и, соответственно, реальности закрыли, потому что они ебанаты. Ну, в общем, вот так. То да, все цепляются за эти слова Стива Виткофа про 5 регионов, что придется отдавать то, что мы уже контролируем. Но я думаю, они понимают, что это невозможно, и такое требование никто не рассматривает, потому что оно, ну, его никто не будет ни предлагать, ни навязывать, потому что оно заведомо невыполнимое, да. Предлагать невыполнимое, зная, что оно невыполнимое, это значит ориентироваться на провальный результат. Вроде понятная мысль. То есть в этом смысле, мне кажется, с территориями все просто. Ну, то, что оккупировано, то, блядь, оккупировано. То, что контролирует Украина, то контролирует Украина. Точно так же, как и вопрос признания территории, вот эта формулировка признания, я думаю, никто и, наверное, сложно найти прецедент в мире, где именно добились
юридического признания, ну, в смысле, из каких-то вот схожих конфликтов, да, каких-то, блядь, вот такого, скажем так, такого рода, да, в современном мире, где добились бы вот такого именно признания без оккупации, без разгромов каких-то правительств, добились юридического признания оккупированных территорий. Я думаю, это невозможно, и опять-таки, как невозможное требование, это никто не предлагает. Вряд ли кто-то давит на украинское керівництво, чтобы они юридически где-то признали отдачу территорий. Но в этом смысле я понимаю, скажем так, керівництво в Киеве, да, понимаю там, скажем так, стратегию сопрезидента, что они сразу говорят свое «нет», понимая, что этого никто с них и не требует, да, и, ну, это удобно, если территории оккупированные по итогам перемирия, ну, очевидно, да, будут, так и останутся оккупированными Россией, да, то можно сказать, что, ну, юридически мы вот себя отстояли, мы, типа, юридически мы их все еще будем считать своими. Ну, так жить можно, это лучше, чем война, как я сказал. То есть это как бы сама себе понятная вещь, не пойму, почему из этого делается такая интрига, что в этом какое-то ключевое противоречие, да. Мне кажется, это не так. Мне кажется, что за этим, несмотря на то, что как-то так Витков это и формулирует, мне кажется, что за этим скрывается, типа, более важно, это какие-то детали, кроме этого. То есть, например, какие еще Владимир Путин хочет навязать, скажем так, ограничения Украине, да, ну то есть как он хочет еще провести интервенцию в ее там конституцию, да, чего он хочет в ней изменить, насколько это декларируется. Возможно, как он хочет повлиять навязать какие требования Украине в смысле армии ее будущей, да. И эти детали, они важнее территории на самом деле. Да, территории звучит громко, да, территории в политическом смысле звучит для обывателя всегда громко, но вот эти детали, мне кажется, они, конечно, куда важнее. Куда важнее и куда менее понятно, как это реализовать, да. Как реализовать, как Путина от этого отговорить, или как это, если не выйдет отговорить, как это интегрировать в украинское законодавство, как это вообще провести. Ну, в общем, вот это, мне кажется, важнее, чем вот эти территории, несмотря на то, что говорят, что это главная интрига. Ну, я, в общем, не согласен. Также никуда не девается это НАТО. То есть оно в той статье Блумберга, да, которая вышла, ну, это статья Bloomberg, ну и много таких похожих статей. Они, конечно, подтверждают, ну, все то, что, в принципе, я сказал, потому что я это из них почерпнул, да. В смысле, что да, ездили, да, типа мир, да, вопрос мира ключевой, да, нужно скорее договариваться. Ну, про 100 дней никто не формулирует, но, в общем, до мая хотелось бы получить какой-то ответ. В общем, все это подтверждается со стороны европейских участников этих переговоров. Ну да, в общем, там кратко написано, ну типа, не вступление Украины в НАТО. Как этот внеблоковый статус Украины, ну то есть внеблоковый, когда мы говорим, это уже явно касается Украины, когда я говорю внеблоковый, да, потому что это со стороны Украины внеблоковый. В общем, как это может выглядеть так, чтобы это было удовлетворительно для российской стороны, непонятно. Ну, то есть, я пытаюсь, конечно, логически смотреть на российскую сторону, да, но это, наверное, сразу глупо и бессмысленно, правда. Я к чему, что, ну, сложно представить, что они разведутся там в который раз на устное обещание, да, потому что помимо того, что это глупо, да, с их стороны было бы, так еще и он же постоянно, Владимир Путин, об этом постоянно говорил, да, что нас надули, то самое уже ставшее мемом грузинское блюдо, обманули, надули, ну, в общем, и опять надуться и обмануться, типа, поверить на слово с телефонного звонка Дональда Трампа, что Украина не будет в НАТО, там, через каких-то лет, ну, я не знаю, 10-15 вопрос снова встанет ребром. Ну, в общем, да, в то же время понятно, что для Украины это, ну, не то что неприемлемое, это сложно реализуемое требование, да, то есть очень тяжело во внутренней политике Украины, социально, учитывая, что они до этого общество убеждали в необходимости НАТО последовательно и долго. Теперь очень сложно будет что-то изменить. И дело даже, наверное, не юридическое, а именно, ну, политическое, да. Очень сложно эту смену курса или там какие-то рисуют схемы через Конституционный суд, отменить какие-то поправки. Это сложно все будет реализовать. И тоже непонятно, насколько это способно удовлетворить Москву. Ну, в общем, это бы работало, и это в этом была логика, в смысле в тех
Стамбульских договоренностях, потому что они уничтожали украинскую армию. Действительно, страна без армии, если она это вписала в свою конституцию, внеблоковый статус, как только она захочет его пересмотреть, ну, если быть точным, то как только политические силы попробуют прийти к власти, которые захотят это потенциально пересмотреть, Россия просто введет войска или будет угрожать войной. То есть тогда такие документы работают. А если Украина останется полноценным суверенным государством со своей армией, то, конечно, понятно, что ее обещания, они легко могут быть отменены, да, в любой момент. Ну, в общем, в этом множество сложностей. И мне кажется, что вот эти вещи, которые я перечислил, скажем так, какие-то вот эти другие детали, но не территории, что самое очевидное, да, мне кажется, территории самое простое и понятное, и еще и не самое болезненное, хоть и самое болезненное, наверное, вот в таком политическом смысле, но в целом для стран, по сути своей, наверное, не так уж и важно эти руины там, да, оставшиеся. Ну и понимая перспективы, да, что отбить там их не выйдет, двигаться дальше для России проблемно. Ну, в общем, я к чему, что, наверное, в территориях большой интриги нет, а вот в чем она есть, это, конечно, в каких-то других деталях. Но это мне так только кажется. Ну, я уже объяснил, почему. Да, ну, тоже не то, что ошарашил, но угроза. Это последняя деталь, наверное, по этому договорнику. Я не знаю, ну, сейчас такое время, что обновления выходят, сука, каждую секунду. И когда я запустил стрим, дело было так, что Марко Рубио, госсекретарь, прыгая уже в самолет, сказал такую вещь, что, ну, если ничего не получится, то мы руки, ну, довольно предсказуемо, мы руки умоем. Мы руки умоем из этого урегулирования, если стороны не покажут решительность к переговорам. Ну, не до конца понятно, кому он угрожает и чем, да, в смысле Марко Рубио. Понятно, что выход Америки из этого блудняка, выход Америки из этого конфликта, он в первую очередь наносит, ну, полусмертельный удар по Украине, да. И по России только лучше, если Америка выйдет из этого процесса. Это, ну, по-моему, очевидно. То есть тут буквально пугание ежа голой жопой. Он не сказал, что мы выйдем и нарастим военную поддержку Украины, что тоже как бы перспектив особых, видимо, уже не имеет. Или мы выйдем и какие-то такие мощные санкции сделаем, непонятно какие, но типа очень мощные. Ну, в общем, угрозы Москве вообще никакой. Зато Киеву это как серпом по яйцам, да, то есть, хотя, по-моему, ну, кроме вот этого, кроме вот этих слов про Стива Виткофа, президента Зеленского, в остальном в своих действиях Киев, он полностью покладистый, делает все, что скажут уже, ну, вообще, без вариантов, без всяких исполнений, что называется. Ну, не знаю, там президент Зеленский висит по 2 раза на день с Эммануэлем Макроном по телефону, тут известный, ну, типа, большой любитель поговорить по телефону. Но вряд ли ему Макрон там говорит, что там надо, блядь, слать колдуна нахуй и так далее. Наверное, наоборот. Наверное, наоборот, судя из риторики публичной, да, другой Макрона и, в общем, да, его людей, таких как его советник по дипломатии, который в этих переговорах участвовал. Ну да, то, в принципе, это и такой ожидаемо в том смысле, что никто не анонсировал новой поддержки Украины, не говорил, что ее будет в военном смысле поддерживать, то ожидаемо, да, что рано или поздно что-то подобное будет. Просто они, ну, решили, на мой взгляд, публично, да, добавить этому, как-то с пользой это реализовать, как вот такой какой-то ультиматум сторонам, да. Просто понятно, мы в этом смысле теряем очень многое. Россия, наверное, в этом смысле потеряет возможность той разрядки, да, какой-то, которая где-то там висела. Я не знаю, кстати, до чего они там договорились. В смысле, ну, вот ходила такая версия, довольно устойчивая, что одной из деталей этих разрядок, в общем, важным каким-то вот этим треком там является вопрос вот в таком треугольнике, да, отношений, как Вашингтон, Москва, Тегеран. То есть Стив Витков, еще и будучи уполномоченным по делам Ближнего Востока, да, а вот этими делами, ну, в основном самым хуевым там, на Ближнем Востоке, заправляет Иран через своих прокси-силы, да, организации террористические разные, такие как вот эти хуситы, хуйсоситы, Насраллах, Ансар Аллах, и, ну, вы поняли, Хамас, Гамас, там, Хизбалла, Мизбалла, ну, в общем, суть такая, в общем, в рамках этой разрядки как-то через Путина повлиять на Иран, может там приблизить или сделать вероятно ядерную сделку.
угомонить, какую-то, в общем, перемогу принести. Но что-то я там никаких результатов не вижу. Я сегодня видел, где Путин встречался с президентом Ирана, ну, в общем, с какими-то людьми, там лупился по деснам. Это не похоже на успех там вот этой, скажем так, вот в этом треугольнике, да. Ну, может, это так только мне кажется. Ну, в общем, я к чему, что Украина теряет многое, а Москва теряет ту потенциальную разрядку, которая стала возможной только вот, блядь, в последнее время, как победил Дональд Трамп. До этого Москва на нее особо и не рассчитывала. Вот. При этом, ну, барыши многие они уже собрали, да, и соберут еще, если Украина лишится военной поддержки. В общем, перспективы говно, откровенно. Выглядит это печально. Но не сказать, что неожидаемо, потому что, ну, многое, на многие темы можно было раздумывать вот в последнее время, но вот, скажем так, максимально маловероятным выглядело то, что Дональд Трамп продолжит поддерживать Украину. Ну, в общем, так. Да, 100 дней Трампа будет 28 числа. Я, по-моему, это я уже говорил. Ну да, Рубио сказал, что у них есть другие приоритеты, но это понятно, что у них, конечно, любые другие, но не президент Зеленский. Ну и я тут выписал позитивные комментарии сторон, да, например, Кит Келлог говорит, осень, осень продуктивно, поговорили, осень продуктивно, говорит. Госдеп выпустил бумагу, где сказал, что было обнадеживающе, но это обнадеживающе уже не так хорошо, но все-таки хорошо. Ну, тоже вот еще попробуй найди формулировку официальную из каких-то переговоров. Это я просто вот так об опыте, да, чисто. Попробуй найди формулировку из официальных каких-то вот таких источников, где сказали бы, блядь, полный провал, вообще, недоговороспособные олени, все просто, ну все, тупик, баста, просто пиздец. Такого никогда же нет, обычно всегда пишут в формулировках хорошо, нормально, неплохо. Ну, в общем, вот такой договорняк. Сказали, что, ну, какие реальные итоги. И Трамп, и, короче, его люди все где-то говорят, что вот в течение 2 недель нужно ждать результата. Если его не будет, то мы, ну, тоже довольно обтекаемо, но у нас есть другие приоритеты, мы выйдем. Может, что-то уже, блядь, поменялось сейчас, может, уже не выйдут. Я не знаю, потому что стрим я завел часов в 6-5. Ну, в общем, вот так. То, да, вот такой срок. А из этого, да, что что реально это то, что встреча будет на следующей неделе, неизвестно какое время, снова встретятся в том же формате, только уже в Лондоне. Ну вот. Э, Это то, что типа приближает договорняк, то, что с ним связано. И вот такие типа его реальные итоги. Сейчас такой острый момент, что уже вообще как-то все стороны подубавили прыти. В смысле, даже российская сторона, которая обычно отличалась именно каким-то острым заявлением, типа, ну не хочу, не буду. Нет, на данном этапе нет. Последний был вроде не Бензя, где-то там, вон он сказал, что пока что нет. Ну, может, то было пока что, то было пару дней назад, уже, может, сегодня да. Но там созвон был Лаврова с Рубио, то там тоже все позитивно. И работа йде, плідна праця, ну как-то на русском языке, типа Лаврова читался. Плодовитая работа, наверное. Ну, в общем, сказал, что там очень много успеха. Інша наша перемога, подписали меморандум о намерениях. Подписали меморандум о намерениях, подписала наша одна из вице-премьерок, министр экономики Украины Свириденко с украинской стороны, с американской стороны Скотт Бессент, секретарь казначейства, скажем так, рамочное соглашение о сделке по редкоземельным металлам. Вот. Ну, там какие-то формулировки, ну, типа, всем хорошо, никому неплохо. Отличается, кстати, от того, что первый раз утекало в медиа, но суть его не изменилась, правда, оно стало короче. Э, И какие-то люди нашли там какую-то перемогу, я не помню какую. Ну, там ничего нет про долги, ничего нет, естественно, про гарантии, но там какая-то есть перемога, связанная с какой-то тонкостью финансовой, там какой-то фонд, ну, что-то по этой линии. Ну вот, теперь долгий путь, в общем, обсуждения противоречий, да, и самой сути сделки. Но, блин, это все равно серьезный сдвиг. Нельзя не сказать, что Дональд Трамп, общаясь с Мелони итальянской, Джорджия, да, сказал, что 24 апреля, говорит, 24 апреля сделка будет подписана. 24 апреля, вот. И 24 апреля Ашмыгаль, наш премьер-министр, полетит, получается, в США 21 апреля. Ну, в общем, действительно все выглядит так, что уломали. Ну, действительно, деваться нам некуда, но
Как президент Зеленский потом будет это утрясать уже внутри Украины? Ну, то есть парламент вопрос сложный, да, но реализуемый. Но то, как это отразится, конечно, потом на его политическом будущем, вопрос открытый. В смысле, не то, что открытый, а долго, блядь, будут ему ее вспоминать, эту сделку. Очень долго и мучительно. Ну и опять-таки сложно понять его мотивацию, да, потому что теперь, наверное, невозможно вот эти 2 недели, ну неделю, наверное, следующую, воспринимать эту сделку в отрыве от вот этих мирных переговоров, потому что, наверное, если они провалятся, то сделка теряет смысл, ну, автоматически, очевидно, да. Нахуй нам сделка, если американские партнеры больше не участвуют в нашей судьбе. Очевидно, нам с нее только минусы с этой сделки. Это важная деталь, правда? В то же время, если война закончится, то, наверное, эта сделка нам нужна для того, чтобы американские партнеры продолжали нас поддерживать после войны. Ну, в общем, теперь это, наверное, неразрывно связанные вещи. Ну, в общем, вот так. Ну да, на той же встрече с Мелони, ну, на совместном этом общении с журналистом, Трамп сказал, что ждет ответа Российской Федерации уже на этой неделе. Ну и мы ждем. Друзья, читаю ваши сообщения в чате. Сегодня я такой вареный, потому что кофе не пью, потому что оно закончилось. Но зато я очень хорошо начал спать. Какой бы это хуйней не было, но, блин, походу вещи связанные. Вот если пьешь кофе, спишь хуёво, в смысле плохо засыпаешь и так далее. А сейчас я вообще сплю, ну не как младенец, конечно, уже совсем не как младенец, но лучше, чем раньше. Стабильно встаю в 9, стабильно ложусь до 0:00 и очень рад. Сейчас, друзья, почитаю, что вы написали в чате, и буду выключать стрим. Так вот, да, из-за этого я такой нудный, нуднее, чем обычно. Ну и... Так, читаю чат на Твиче. Какие результаты тебе нужны? Трамп хорошо справляется. Да в том-то и дело, что никакие, понимаешь? Хоть вой, блядь, от безысходности. Трамп никак не связан с теми проблемами, которые есть в Украине. Трамп их, скажем так, никак не может решить. Да, может он как-то, блядь, и связан. Американское государство точно связано. Но как я могу винить президента другой страны? Он ответственный перед народом другой страны. Трамп, это и Трамп, блядь. От этого и печально, в общем. Энергетическое перемирие это сюр вообще. Ну вот прилетает что-то по станции и поехали. Это они сами, это они наглушили рэбом, и дрон туда полетел, это кривое, и ПВО, и осколки упали. Ну да, да. Есть проблемы, но я думаю, что типа ключевое Путину было защитить свои... И типа эта миссия была выполнена, по крайней мере, на месяц тут. Защитить свои НПЗ. Странно, что сейчас там какие-то непонятки. На месте российского МИДа, на месте Путина я бы говорил: о, классное, блядь, перемирие, продолжаем. Отличное перемирие, НПЗ робят, все хорошо, бомбежки прекратились. Забрали русскоязычные регионы и все равно хотят русскому статус второго языка. Да это, блядь, по приколу чисто. Ну, это как требование российское, в смысле. Это такое требование, чтобы потом его сбросить, сказать: видите, мы пошли на уступки. Ну, это тогда так было. Ну, а понятно, что там американский чиновник в такой хуйне разбираться не будет. Какие там регионы, кто там, что там, какие регионы. Ему, конечно, глубоко поебать. Это же не у его страну делят, правильно? Почему пусть закрыли возможность про язык возражать? А ты послушай, как президент Зеленский возражает, когда его спрашивают про язык. Такое 2 или 3 раза было, западные журналисты. Он говорит: а, блядь, Путин вообще их убивает на востоке страны. То есть он не отвечает на вопрос, почему в нашей стране такая языковая политика. Ну, короче, тут це питання не до мене, а питання до керівництва нашої держави. Питання до этих ебанашек. Не знаю, что тут сказать. И на что ориентируются, то всегда и выходит, в общем. Анал Минерал. Да, Трамп уничтожил консерваторов в Канаде. Это точно четкая победа его 100 дней. Трамп сказав: ми візьмемо пас, це гол, якщо сторони ускладнять припинення війни в Україні, але я сподіваюся, що до цього не дійде. О, пофіксив проблему бойлера, чи ще не прийшли компоненти для ремонту. Частина прийшла компонентів, сам фланець прийшов. Течет, бля, он вообще рекой, короче. Переполнилось у меня ведро, залило все водой, нахуй. Пол вспучился, блядь. Ну, там какая катастрофа, блядь. Буду чинить, но уже после Пасхи. Ну, тяжело сейчас без воды, все током бьется. Тяжко, ну, ничего, буду чинить. Куда же я денусь? Куда деваться? Надо чинить будет, чинить, разбирать все это на весу, это говнище. Да, печально, конечно, ну а как? Зачем так потужно лупят по Курску? Он же никакой стратегической ценности для нас не имеет. У нас вроде нет избытка дронов и снарядов какой РФ. Ты меня спрашиваешь, я ничего за Курск не знаю. Даже не знаю, как ты говоришь, что по нему лупят как-то потужно. Мне это неизвестно абсолютно.
Если лупят, значит надо. О, закончился чат. На Твиче. Экспресс-договорняк это как полярный экспресс. Невидимый, но надо верить. Это как перестройка и ускоренная перестройка, да. Как просто покакал и как продрыстался. Цикорий. Сухое кокосовое молоко. Интересно. Но если вам нравится, я ничего против не имею. Это как гомосексуализм, да. Каждому свое, свое не каждому. И цепочка в подарок. Это из Иерусалима, чтобы вы понимали, Хрис. О, Дэн, так а что это ты выложил в Инстаграм? Друзья, подписывайтесь на мой Инстаграм. Двигатель или мотоблок, я так и не понял. Это тачка, которую я купил, на которую мне задонатили. И бензопила. Ну, на бензопилу донатили как-то давно. Мне предлагают двигатель от Шахеда. Треба? На тачку поставишь. Двигатель от Шахеда хорошая вещь. Можно самолет построить, улететь. У меня с голосом такая история случилась, короче. Как-то я встретился с друзьями, ну где-то, может, дня 3-4 назад. И мы играли в игру Cuphead. Есть такая игра в Стиме, можешь посмотреть. И я там так, блядь, наорался, что сорвал голос, и он стал теперь такой. Ну, может, пройдет когда-то. Ну, а еще что, может, кофе не пью. Ты знаешь, Дашал, президент, ты пишешь, в Страстную пятницу нужно позвонить Марко Рубио и напомнить, что мы дохуя религиозные. Эксперты говорят, что так к ним подмазаться можно. Слышали? Мы, конечно, это слышали, но президент уже это сделал. Он уже написал, что в Страстную пятницу, це ж надо, бомбят. Ну да, известно, что Путин мусульманин. Я думаю, ему это Пасха. Без разницы. Як там відік про Гренландію? О, дякую, що ти спитав. Дуже далеко продвинувся вже. Вже от, ну это не назовешь финальной стадией. Но уже близко к извержению, скажем так. Бля, простите, что у меня голос хриплый какой-то, или как у, блядь, Зеленского в детстве, как у личинки Зеленского. Как у внебрачного сына Зеленского, если бы его внебрачный сын был мальчик Алеша, то есть кыштымский карлик. Он бы был... А это вполне могло бы быть криворожский карлик. Там в Кривом Рогу, я думаю, такое постоянно встречается. В Кривом Рогу. Ну, не рагу как еда, а роги как рога. Опять инфоповод окончания войны. Интересно, как он сдуется в этот раз. Ну, печально для нас, как всегда, сдуется. Ох, вы этой новостью меня додрочили уже. Улицы Украины начали патрулировать дроны. Нововведение уже появилось в Запорожье. Национальная полиция. БПЛА будут наблюдать за обстановкой в городе с высоты птичьего полета. Пиздец. Ну, это жопа. Там еще такое видео, ну прям, блядь. Буквально Орел. Буквально 1984. Да, честно говоря, уже без разницы. Такая жопа, похуй, в принципе. Надо, да, надо, чтобы он скидывал повестку, еще летал. Сегодня Штемп написал про... Комментарий на ютубе про Залужного написал. Я открыл КМИС, и, наверное, вот это меня тильтануло больше всего. Открыл КМИС, а там просто... Ну, я понимаю, что у них и выборка небольшая, и КМИС этот сомнительный. Там везде результативная часть должна, что украинское суспільство незламне, патріотичне і готово терпеть, 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 терпеть и терпеть, естественно. А после терпежа снова жестко терпеть. Но вот я прочел это и потом прочел эту новость и уже вижу, как КМИС мог бы спокойно сделать опрос, где сказали бы, боже, как охуенно, ну надо, пока война, надо, чтобы дроны летали. Так реально похуй, я фильмы смотрю и в Майн играю, эх, блядь. Были бы у меня бабки, был бы я сыном Ющенко, я вел бы себя точно так же. О, прикольная новость. Завтра будет большой обмен пленными РФ и Украины. Почти 500 человек посредник из ОЭ. Хорошая новость. Приближает договорняку. Каким видишь будущее Украины? Видишь ли его, в принципе, если договорняк не случится в ближайшие месяцы? Если договорняк не случится, будущее нас ждет самое хуевое. Самое хуевое. А если случится, непонятно, какое ждет. Сложно предсказать, как будет политический сезон выглядеть в Украине. Да и сложно предсказать, как закончится, как будет выглядеть договорняк. Ну не то, что как закончится война. Опять-таки, очевидно, какой-то очень-очень-очень-очень тяжелый путь будет ждать стороны
В смысле, в промежутке между прекращением огня и чем-то в конце, да. Ну, понятно, что хорошего мало. Ну, то есть нужно, наверное, определить рамки просто, что такое хорошо, что такое плохо. В смысле, какой-то самый оптимистичный сценарий и самый пессимистичный. Но это все в крыле, в общем-то, оптимистичного сценария, что война закончится. Вот. И, наверное, самый оптимистичный это вернуться во времени куда-то в позапрошлый год и там вспомнить, как обещали совместные отстройки там городов, что будет много денег, непонятно, типа, какое основание, но что-то такой дух был такой, в общем, да, что почему-то после войны будет все очень хорошо. То так, конечно, оно не будет, не будет. Э, Людей мизер вернется, люди будут уезжать еще. Украину однозначно ждет кризисный политический сезон, то есть какой бы расклад сил не был, несмотря на надзор западных партнеров за украинской политикой, все равно власть очень централизовалась, а это всегда усложняет ее транзит, да, всегда усложняет ее смену, а очень болезненной будет по-любому. Понятно, что и там в экономическом смысле особо не на что надеяться хорошее. Ну, в смысле, чтобы оно нас приблизило к какой-то максимально оптимистичному сценарию. В общем, суммируя, я думаю, что будет как раньше, только чуть хуже. Ну, для тех, кто выжил, конечно. Спасибо, Квазиматра, за вопрос. Сам понимаешь, о таких зыбких вещах, где вот прям буквально сейчас все может измениться, очень сложно как-то прогнозировать адекватно. Ну и, безусловно, можете быть убеждены, я думаю, что и люди там, о которых вы думаете, что они знают, в смысле там в высших эшелонах власти, тоже особо, конечно, четко будущее не видят. Будет как раньше в 14 или чуть раньше, только хуже. Не, во времена те уже вернуться не выйдет, будет как сейчас, только чуть хуже. Хотя тоже я понимаю, о чем вы говорите. Куда уже хуже, чем война? Ну да, в этом смысле, наверное, это правило даст сбой. Потому что не скажешь, что чуть хуже, чем было до полномасштабного вторжения. Не, будет значительно хуже, чем до полномасштабного вторжения. Но лучше, чем сейчас, конечно, потому що хуже війни лучше нет, правда? Будемо дивитися, що підпишуть після цього меморандуму вчорашнього. Трамп сказав, що наступного четверга уже все буде готове. Від цього договору багато залежить чи ні у внутрішньому політичному розкладі. Однозначно, да, согласен. Я до этого говорил, что, конечно, ключевой вот эти копалины выглядят, потому что по ним были дедлайны и есть, да, какие-то, ну, как-то осязаемые. А мирные переговоры сложнее, бы там больше сторон гораздо. Но ты видишь, как они ускорились. Теперь уже сложно эти вещи в отрыве друг от друга рассматривать. Наверное, теперь эти копалины это не условия поддержки Украины во время войны. Такого условия нет. Наверное, это эти копалини это условия поддержки України після війни. О, всі вийдуть. Ні, всі не вийдуть. Ти що, знедолені завжди остануться. Всі вийдуть. Зате я ніколи не покину тебе, мій стрімери, любий стрімер Денис, ноу ГМО. Ну, якщо ноу ГМО, то не цікавить, звісно. Дядько приедет Сэм копать копалину. Ну, сам дядька Сэм не приедет. Ты будешь копать, дядька Сэм будет получать деньги. Очевидно, что США, они тебе дадут деньги на лопату. Ну, вот образно говоря так. Очевидно, что США заинтересованы в заработке по этому, когда сдвинулась с мертвой точки, то теперь снова дедлайн и ход за рашкой. Я думаю, вещи параллельные были до этого момента. Денис, видел канал с дипфейками без угла? И очень смешные есть. Я видел, где скинули, где ее с обезьяной скрестили. Ну, это люто. Ты читал позорный пасквиль желтого журналишки Экономист про нашу Владу? Я не читал, но наслышан. Ну, нам это все известно. А в остальном эта информация ни на что не влияет на данный момент. Ну, в смысле, и в мире ни на что не повлияет. Это не так, что там не знаю кто, это гнида Макрон, да, или вот этот Трамп, блядь, прочтет эту статью и такой, боже мой, что же там творится, какой ад, а мы не знали. Нужно что-то менять, позвонить Зеленскому, сказать, ебать, не дурей. Все закономерно, все предсказуемо, никто ни на что не повлияет, все эти вещи нам давно известны, и мы о них давно говорили, что в ущерб и в убыток у них все происходит, но, блин, это же закономерно, правда? Ну, в смысле, такая централизация. Кто не понял, да, Economist написал какой-то суммирующий такой материал про то, что в Украине власть, блядь, централизуется,
кругом ставят людей, где там ключевой критерий является лояльность максимальная и отсутствие какой-либо политической угрозы в перспективе от кадров и так далее. И вот там общество переживает. Мне нравится заход, ну, по крайней мере, я читал в цитатах, заход такой, что даже самые лояльные, типа, за украинцы уже задумались. Такой бред, нахуй, если в вот таких формулировках. Дадут на лопату, но выдадут совочек. На разницу построят домики под Киевом, но они обещают свой контроль за этим фондом, чтобы этого не случилось, ты понимаешь? Но я думаю, нашего человека невозможно так наебать, никакой контроль не поможет. Нет такого ощущения, сейчас декларацию о намерениях подписали, через пару дней истечет тот психологический дедлайн на прекращение огня для пынявого, не случится абсолютно нихуя, Трамп умоет руки и пойдет бомбить Иран, говорил, не хочет бомбить Иран. А мы войдем в океан тотальной неопределенности, уже без партнерского звездно-полосатого крейсера. Но у меня обычно такое настроение, но сейчас, блин, мне нечем его подкрепить, кроме своего ощущения чуйки буквально пятой точкой, да. В том смысле, что все стороны-то оптимистично отзываются, никто не говорит нет, несмотря на то, что... несмотря на то, что дедлайн-то поджимает, правда. Ну, это возможно, правда. И когда я говорил о том, что планируют они к подписанию меморандум, вот этот о намерениях, или рамочное соглашение, как они его раньше называли, то я говорил о том, что, ну, это, наверное, хорошая точка для Украины потянуть время, да, не соглашаться раньше времени. Ты за кордоном? Конечно, чувак, ты шо? Что я совсем, блядь, знедоленный в Украине остался? Ты не гони, когда такое гонишь. Не гони так гнать, как Киевстонер пел, да? Короче, пацаны, слушайте, такую залипуху написали мне, значит, в Телеграме. Там много человек писал, с кем-то что-то спорил, я все читать, естественно, не буду. Так вот, человек написал, короче, мне. Денис, насколько я могу судить, ты разделяешь позицию Арестовича, Елисеевича и Балашова, этих трех голубей мира. Я сначала не понял вопроса, ну сначала это первый час где-то. И думал, разделяешь, типа, чувствуешь между ними разницу. Разделяешь позицию Арестовича, Елисеевича и Балашова. Ну, честно говоря, я там доподлинно их позиции не знаю, да. При этом у каждого из них свои какие-то интересы. Арестович там пытается вклиниться куда-то ну не то что украинскую политику, но пытается завоевать, в общем, какой-то электорат в Украине. Елисеевич, я хуй знает, что он вообще делает, блогер вроде какой-то. И про Балашова я уже ничего не знаю, но из них, конечно, больше всего, наверное, симпатизирую Балашову, но из-за каких-то, хоть каких-то перспектив, то, наверное, также могу тут еще выделить позитивно Арестовича. Арестович причина перспективы, Балашов причина, ну такая полулегенда все-таки. Пишет он, в общем, разделяешь позицию этих трех голубей мира. Ок, мир это хорошо, но кто будет спорить, мир это лучше войны. Я только за, но, три точки, вопросы. Первый, Арашка готова к миру? Думаю, не особо, но знать я это наверняка не могу. Ну, то есть, мне кажется, скажем так, исходя из тех фактов, которые мне доступны, то мне кажется скорее, что вложено много, но тут вопрос опять-таки не геймерский, не гемблерский, да, реально вложено ресурсов много, а выхлоп очень мал, и это может иметь на самом деле политические последствия для Путина, вот как минимум во взаимодействии с его элитами, да, и там в перспективе будущего транзита власти и так далее. В общем, это тяжело назвать выгодным. Да, также еще не до конца понятно, какие такие, даже из тех озвученных требований Путина вообще можно выполнить, да. Э, территории по-любому придется им идти на уступки, ну то есть России, да, им не отдадут те территории, на которые они претендуют, но которые контролирует Украина. Это, блядь, невозможно. Вопрос не вступления Украины в НАТО. Опять-таки, основная проблема, никто этого не может гарантировать. А тогда это ничем не отличается от того, что было, блядь, до этого, да. Ну, Украина как была, так и остается, но стала более высокорискованным активом таким, да. Это уменьшило ее шансы, но юридически никто этого гарантировать, в общем, не может. И как требование такое, да, по завершению войны, ну,
Можно только себя успокаивать на месте российского руководства, что это требование, они реально добились как бы его выполнения во время войны. По сути, никто его юридически, ну, не будет гарантировать. Это будет держаться на чем? На обещаниях сторон, да, реально, на обещаниях действующей администрации США, ну, в общем, на обещании Трампа и все, наверное. Ну, то есть, не знаю, насколько они хотят на это соглашаться, да, насколько есть им смысл на это соглашаться, но насколько хотят, я этого не знаю. То есть, это зависит от того, как много им Америка пообещает вне Украины, да, не связанного с Украиной, а что-то другое уже в каких-то международных там экономических масштабах, военных и так далее. Дальше человек спрашивает: 2. Какие уступки Рашки ты считаешь допустимыми? Какие уступки Рашки ты считаешь допустимыми? Ну, скажем так, те уступки, которые позволят закончить войну. У меня специфическая позиция в том плане, что я всегда говорил, что лучше идти на уступки политические, на уступки юридические, ну, в общем, не территориальные, да, то есть пускай там эти уступки будут давить на Конституцию Украины, что ничего не значит, как и Конституция Украины, ничего не значит. Пускай это будут какие-то там сложно сочиненные договора, пусть это будет голосоваться там хоть в парламенте, хоть чем они захотят, но очевидно, что и учитывая, опять-таки, довольно зыбкое будущее самого российского государства, если быть точным, то российского политического режима, да, вероятно, что когда-то он столкнется с кризисом, и вполне вероятно, что там возникнут проблемы с легитимностью. И таким образом деанонсировать это будет возможно. Но точно, однозначно можно сказать, что если мы территории отдадим, откажемся в каком-то смысле, да, то есть если мы рассматриваем сценарий, где там отказ от территорий, даже тех, которые мы контролируем, я считаю это невозможным. Но если вдруг, то, конечно, вернуть территории в будущем не выйдет, даже если в России сменится власть на самую демократическую на земле, не знаю, там, во главе с женой Навального, да, это уже не поможет. Никто на отдачу территории не пойдет, потому что это всегда непопулярно и, ну, всегда лучше, чтобы территории было больше, чем меньше. В общем, это точно забей, да. А вот остальные уступки, от них потом можно как-то отказаться в будущем, да. Ну, в общем, вот, надеюсь, это понятная мысль. Понятная мысль. И третий пункт. Не очевидно ли тебе, что любой мир с Рашкой это лишь пауза до следующей войны, потому что их цель поглотить всю Украину? Да, я думаю, что их цель реально поглотить всю Украину, но я считаю, что лучше существовать в паузах между войнами, чем в войнах, потому что хуже войны, каждого дня войны для Украины нет. Хуже войны лучше нет. В общем, хуже войны точно каждого дня, который наносит Украине необратимый, непоправимый урон, хуже этого нет. Если есть возможность это остановить, оттерминувать, поставить на паузу, это хорошее для нас решение. И потом уже можно там дискутировать на темы и долго думать, кто как готовится к войне, у кого какие возможности к ней подготовиться. Факт в том, что то, что есть, наносит нам сильный урон и перспектив для нас не несет никаких, в смысле, чтобы выйти лучше, чем есть сегодня, да, из этой ситуации. Ну, то есть таких перспектив явно нет, и они не появятся, да, к этому не располагает ничего. Не, ну то есть фантастика, она везде возможна, но мы же не будем опираться на фантастику, правда? Из того, что у нас есть, это не самые лояльные 5 лет, в смысле не самая лояльная американская администрация, если быть точным, то, блядь, совсем нихуя не лояльная, поддерживать она Украину не будет. И уж точно не будет ее поддерживать так, чтобы ситуация стала лучше, чем сегодня для нас, да, в возможности заключения мира. В общем, к чему все это в совокупности? Неготовность европейских партнеров ничего делать и отсутствие у них времени для того, чтобы там появились возможности что-то сделать. Все это в совокупности приводит нас к мысли, что каждый день войны будет помещать нас все более и более худшее положение. Ну и все здесь. В этом смысле любая пауза лучше, чем продолжение того, что есть. И фантазии на тему того, что война там будет потом опять, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в общем, я все сказал. Там дальше еще много чего было, но это уже были споры с людьми в... Это уже были споры с людьми в чате, мне там нечего добавлять, убавлять. Война хуёва. Глобально понятно, что эта война, она бесперспективна. То, что она находится у нас в регионе, в ней невозможно будет достичь победы на нашем месте, да. Бесконечный конфликт еще и с такой какой-то острой линией карабахской, да, карабахизация, его балканизация, она постоянно будет источником кризиса для нас,
кризиса в международных отношениях в этом регионе и кризиса внутриполитического, да, это постоянно будет источником нездоровых политических идей. Мы так никогда здоровое будущее, конкурентоспособное хоть с кем-нибудь, никогда в никакой перспективе не построим. Это война ущербная и тупиковая ветка развития, эволюции. Каждый, кто говорит, что нужно выстраивать костяк нашей государственности и искать источник его, как вот эту войну какую-то, да, противостояние, и существовать в рамках західних интеграцийных объединений, тот дурак, и он не понимает силу реально бесконечную этих западных интеграцийных объединений, что они могут истотно, да, очень сильно повлиять на нашу внутреннюю политику до неадекватного абсолютно поведения, как она и выглядела до войны. И это все, в общем, в перспективе, ну, приведет нас к постоянным кризисным ситуациям. Я не говорю, что исчезновению, уничтожению, но, возможно, и к нему. В общем, понятная мысль, да, что эти войны там за пятерочку в Сунже ни к какому успеху не приведут на наш регион, нас с вами лично, и никакого будущего нам не дадут хорошего. И нужно искать возможности, конечно, этих войн избегать и их останавливать. Ну все, надеюсь, я емко ему ответил. Правда, судя по тому, что он спрашивает меня, что я там, блядь, разделяю как Балашова, Елисеевича, который там сидит это. Ну, я рассказывал, что, в общем, никакого фанатизма не испытываю, особенно к вот этому Елисеевичу. Настолько это незначительные вещи, настолько это незначительные вещи, что я их, блядь, не запоминаю, потому что, ну, вот помню, что я шутил на какую-то тему, что он сидит, на фоне его там океан плещется, тихий, да, американский залив, сидит он во Флориде и что-то рассказывает, как-то украинцам хуёво, это довольно забавная картина контрастов, да, хотя вроде он все там и правильно говорит. Ну, в общем, я к чему, что судя по тому, что человек меня с этими людьми как-то объединяет. Наверное, это говорит о том, что он нихуя меня не смотрит, просто так мне задают эти, блядь, глупейшие вопросы. Ну, в общем, вот так. Что касается, друзья, еще одного вопроса. Для этого мне нужно будет открыть прошлое видео на YouTube. Я знаю, это, конечно, ущербный жанр отвечать на комментарии, но он помогает нам немного это самое разбавить тишину. Потому что особо идей нет, чем ее разбавить, а потом будут новости. И в общем, что, да, кто не знает, почему у меня такой голос, это не связано с там оральным половым актом, это связано с тем, что мы играли в Cuphead, и я очень сильно кричал, и как-то голос срывался надолго. Некий агрессор S4M пишет мне на YouTube комментарий. Чтобы купить оружие США, есть возможность открыто начать продавать наше оружие. Где здесь есть, блядь, логическая связь хоть какая-то? Мы нуждаемся в оружии, но открыто начнем продавать наше оружие, и это даст нам доступ к оружию США. Я связи не улавливаю. То есть там точно политическое решение со стороны США по поддержке Украины. И деньги точно тут играют роль далеко не первую. Потом он пишет, зачем Залужному делать бугурт, он генерал, притом знает, к чему это может привести. Ну то, что он генерал, это многое объясняет, то, что он выходец из армии. А делать бугурт, ну если он желает политического какого-то будущего себе хорошего, да, ну в смысле, если он желает не тонуть по рейтингу. Позорная высылка в Лондон, в кавычках, всем бы так, пишет человек. Ну, всем бы так, но он не всем, он был одним из самых, ну, какое-то время самым популярным человеком, да, из руководства Украины. И высылка, это причина этой высылки была именно в этом. У него одни плюсы, рейтинги больше, еще рейтинги большие, еще и прокачается как дипломат и политик. Ну, рейтинги у него падают от того, что он там сидит, такие заявы делает. То, как он там качается как политик и дипломат, я этого не знаю. Ну, можно сказать, что он так качался, пока я в генштабе сидел, общался с генералами американскими и так далее. Не знаю, какой там это ему прокач дает, но урон вижу этого. Но при этом не верю в его политический талант. Я понимаю, конечно, что он ориентируется не на самую умную, такую, ну, откровенно, довольно туповатую аудиторию бывшего президента, да, у которого сейчас проблемы скоро там и с законом, и совсем на свете, но уже на него введены санкции. В общем, ориентируется куда-то на аудиторию Петра Порошенко. Ну, то есть, грубо говоря, те сами заукраинцы просто недовольны Зеленским, просто его, блядь, не любят давно и последовательно. То в этом смысле понятно, что требовать от него там каких-то сложных заяв, наверное, не приходится, да, они похожи по уровню на Петра Порошенко в целом. Это будто бы он и пишет, если поменять имена, хуй догадаешься. Но тем не менее.
И он пишет: "Понимаю, ты нас раздаёбся, но такие вещи пропускать тоже не стоит". Но эти вещи, которые ты говоришь, пропускать не стоит, ты их нахуй выдумал. Вот. Это одна из самых тупых вещей, что я читал в комментариях на "Ютубе". Да, в общем, вот так это было. Вроде я везде ответил. Как эта война будет оцениваться нашими поколениями? Как позорная война бедняков и бронированной шляхты? Да нет, знаю нашу политическую традицию, так же, как и все наши прошлые войны. Ну, буквально, трактовка прошлого, она зависит от политического настоящего. И хотелось бы, чтобы это изменилось, но это так. Конечно, я против такого подхода. Да, в этой мысли есть смысл, о которой ты говоришь. Возвращать руины, согласен. Территории, конечно, не ключевое, это то, что нужно понимать. Но в то же время нужно понимать, что ты прощаешься с ними навсегда, наверное. Ну, на очень долгий период. На очень долгий период. Ну да, конечно, территории не главное, главное люди, я согласен. Ну и в этом мой поинт, собственно, к тому, что уступки можно. Сложная ситуация. Ты пиши с контекстом, Джахар Дудаев. Сложная ситуация требует более эффективное руководство, но в обмен процесс уже пошел за демократическое будущее, нет? Ты про Украину, да, тут просто есть же предел эффективности. Опять-таки, тут вопрос не столько уже эффективности, сколько, конечно, в ограниченности ресурсов всех, да. Ну, что мы в таких серьезных терках можем предложить, да? Вот здесь спрашивают, человек спрашивает в чате, например, где гарантии, что Путин там не начнет что-то? Да, блядь, никаких нет, но мы же ничего с этим сделать не можем, да? Ну, а что, какая есть альтернатива? Ну, мы можем не согласиться. И что будет? Будет хуже, естественно. Что этой позиции, что мир в любом случае лучше для Украины, чем есть война, это есть аргумент, что в позиции войны Украина не слабо сдерживает Россию и ее военную промышленность. Если будет пауза, в таком режиме Россия будет копить силу, клепать ракеты и солдатов, ДДД, чем это будет делать Украина. Почему? Ну, то есть Украина несет серьезнейший урон от войны. В смысле даже физическом, да, то есть о нашей военной промышленности даже речи, блядь, реально не идет. Вся страна простреливается их ракетами туды-сюды, блядь, дроны летают каждый день. Это очень серьезный фактор. Опять-таки, ограниченность нашего мобилизационного ресурса. То есть, очевидно, когда-то у нас начнутся более серьезные проблемы с рекрутингом, чем есть. И что тогда? Опять-таки, многие из этих аргументов озвучивались еще и до войны, и в начале войны. И, блин, актуальности они все равно не утратили, несмотря на то, что не всегда ситуация выглядела так. Иногда казалось, что есть потенциал и есть возможность. Но это была иллюзия. Граффити с Гнойз МС теперь нарисовали в Одессе. Отсутствие Степаненко на посту смотрящего Анула на посту живого чудовищно сказывается и на нашем культурном суверенитете. Ну вообще, да, блин, истребили патриотов, факт. Литвин Белл пишет, но я не могу его сообщение пропустить. Автомат правильно его заблокировал, но положняк там был такой. Даже не представляю, что будет, если американцы реально умоют руки. Я знаю, как будет. Будет как раньше, только чуть хуже. Ну, может, типа чуть, прям так, не чуть, но прям хуже будет. Но как раньше. Президент Зеленский говорит, что мы полностью зависим от американской разведки в смысле запуска российских ракет. Логика у людей воевать до останнього українця, тому що, а какие гарантии есть? Ну да, ну знаешь, наверное, радует, что президент, ну, загнали его в угол, отошел от этой формулы. И, ну, как-то принял реальность, да, ограниченности ресурсов. В этом смысле мы теперь главные хотители сисфайра, там, без любых условий. Прям сегодня, блядь, сисфайр, если Путин не согласится, то он, блядь, не согласен на сисфайр, значит. Ну, тоже, конечно, позиция хуевая, предсказуемо хуевая. Но, по крайней мере, не такая, как ты пишешь, правильно? Всем привет! Я опять про песни. І снова в Україні російська мова в iTunes перше місце. Fake ID Кизару, Инсегергерт, Инсегергерт. Фейк ID Кизару, Айсегергерт. Наблюдаю и удивляешься, параллельно с ненавистью к русским, песни на русском еще в топе. Ну, я уже отвечал на этот вопрос. Мажоры живут по своим понятиям, которые владеют iTunes этим, да. Но, видишь, Украина не сидит на месте, она борется репрессивными мерами, там, нельзя то слушать, это слушать. Я уже, честно, блядь говоря, не знаю, что в Украине, где и как можно слушать. Лучше все тихонько слушать под одеялом и без света. Вот все, что тебе могу сказать. А какая позиция хорошая? Вот-вот, та, что пока они молча работают там, мы смотрим и наблюдаем. Совершенно верно. Мне, честно говоря, и нечего добавить.
Хуевенная ситуация у нас. Надо, блядь, ракеты делать и дохуя запускать куда надо. И воевать ракетами, блядь. Хули мы людьми воюем? Ну, первый год понятно. Ну, а сейчас? Хули мы ракеты не нафармили еще 1000 штук и не запустили куда надо? Ну, вот первая проблема. Наладить производство. Ну, во-первых, нет уже какой-то технологической базы. Рассеялась советская технологическая база, а новой нет. Это первая проблема. Вторая, хуй наладишь производство. Никто не хочет нихуя сюда инвестировать. И, ну, буквально физически хуй ты что построишь, потому что завтра туда отправят Искандер или еще какую-то поеботу. И, ну, мы ж, блядь, не немцы подземные заводы строить. Ну и понятно, что подземный завод тоже, блядь, еще та панацея. Ну, они, наверное, есть, но это понятно, что это уже из разряда вундерваффе. Подземные заводы. Ну, вот как бы. Потому и нет. Надо ли еще говорить, что бабок нет, да, никто не инвестирует, а у нас, где мы эти деньги, блядь, возьмем на строительство ракет, это ж тебе, блядь, не этот самый. Ну да, тут еще коррупция, ну не ключевой фактор, но тоже влияющий, конечно. Денег от нее больше не становится. Ну да, в целом надо просто побеждать, а не проигрывать. Почему никто не думает об этом? Согласен, надо просто наступать, а не отступать. Все довольно просто. Ну, Иран как-то из говна и палок в пустыне делает ракеты, а мы не можем, мы же не подземные немцы. Ну, мы, блядь, и не Иран, чувак. По Ирану РФ ракетами не хуярит совершенно, правда. Іран не такой збічований, як ми. Ну. У нашій війні головна проблема не у бомбардуванні, яке по міркам будь-якої війни є мелким. Но оно мелкое, ну точное, да. Это ж ты построил завод, его хуяк разъебали. Ну, это проблема. А послідовна демотивація мати будь-що спільне з нинішньою державою. З миром цю ситуацію є шанс виправити, а без буде лише погіршуватися. А ти думаєш, от ти кажеш, от це не мати будь-що спільне з нинішньою державою. А я открываю сегодня, сру, там сижу на улице в толчке, открываю опросник КМИС, там, блядь, полный патриотизм. Все хотят мать спильное, никто не хочет выборов, все хотят... Ну, разные есть цифры, конечно, ну и разные опросы, не только КМИС. Там, конечно, менее радужные, но все равно я бы не сказал, что там такая есть. Что такие настроения прям превалируют. Хотя, нужно сказать, что даже КМИС признает, что главная характеристика действующей власти населения Украины это разочарование. Главное слово. Разочарование. Действительно, очень точное. Разочарование. Да это все, блядь, пацаны, сравнение, нахуй, дурка, в пользу бедных. Нет никакого ни времени, ни хуя на это, ни денег, там, с Ираном, хуй Ираном, с кем. Мы ближе к Палестине, вы нас сравниваете с Палестиной. Вот это наш случай. Иран, блядь, воюет какими-то своими, нахуй, этими шиитами, там, здесь, блядь. Мы не так себя ведем. И, ну, совсем не та ситуация. И не пойму, к чему эти сравнения. Коротше, блядь, давайте подивимося, що там за новини, а потім вже обговоримо, що там далі. Друзі, моя апатія, якщо що, пов'язана з тим, що я кофе не п'ю і, типа, ну, немного сонний реально. Кофе не п'ю, денег нет. Ну, типа... Ну, это все хуйня, на самом деле, конечно. Довольно позитивно, что тачка у меня есть теперь, есть чем заняться. Скоро уже будет Пасха, так что на самом деле все нормально. Жить можна. Як же хочеться прокидатися о 9 годині, як раніше, але заробітчанські будні не дозволяють. Міняй роботу, міняй под такую, щоб сон был нормальный, бо сон это очень важно. Ну все, друзья, видимо, заканчивается наш позорный стрим. Вот так мы с вами, в общем, сегодня посидели. Да, спасибо всем, кто сегодня пришел. А, да, еще донатики. Бля, нихуя не задонатили. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за это, нихуя, реально. Чистого сердца. Ну, в общем, друзья. Да, спасибо большое, что сегодня пришли. Спасибо большое, что писали свои мысли в чат. Спасибо, что меня выслушали. Люблю вас, друзья, целую. С наступающим вас праздником. Хорошо отпразднуйте, отдохните. Праздник светлый, погода прекрасная. В общем, берегите себя, друзья. Люблю вас, целую. До встречи. Понедельник.